Расскажу историю, которая послужит уроком для тех, кто, может быть, захочет таким способом получить какую-то выгоду. Каким образом не следует действовать? Берем ситуацию. У нас недавно была клиент, которая обратилась к Георгию за получением работы по снятию порчи и заговор на деньги, чтобы у нее восстановилось материальное состояние, финансовое положение. Вот. Клиентка из Азии, она оплатила полную стоимость работы. Естественно, она понимала, что работа в результате будет иметь определенные амулеты, которые будет необходимо ей отправить. Нам будет необходимо отправить ей после того, как она оплатит доставку. Вот. Работа выполнена. И в течение 2 недель после того, как работа была закончена и была озвучена стоимость упаковки, доставки и так далее, курьерской службы, с которой мы работаем. После этого она динамила где-то 2 недели, говорила то, что у нее там что-то не получается и так далее. А на самом деле через 2 недели она сообщила то, что у нее, оказывается, состояние сильно улучшилось, то есть работа действует, она там засыпала благодарностями и так далее. Вот. И пропал. Перестал как бы отвечать на звонки, на сообщения. Но суть-то в чем? Работа, когда выполняется, она делается определенным образом. Если присутствуют в результате работы какие-то амулеты, свечи, какие-то предметы, которые в зависимости от того, как была сделана работа именно в вашем случае, она делается индивидуально для каждого человека, то есть определенные правила, которые необходимо выполнить. Если эти правила не выполнены, то тогда работа может действовать некорректно. И если она не согласована с Георгием, она выполняется каким-то другим образом, да, то есть работа выполнена, амулеты отправлены, но ими пользуются неправильно. Или, допустим, работа выполнена, но, как в нашем случае, клиентка решила, что работа и так сделана, сэкономлю пару сотен долларов, да, и не буду получать эти амулеты, зачем это надо. То есть она начала придумывать ситуацию с тем, что человек может какой-то у нее там приехать и получить на руки, скажем так, чтобы ей потом передать. Ну да, без проблем. Единственная проблема в таком случае это то, что если человек не находится в России, то в некоторых работах присутствуют определенные материалы, которые сложно объяснить на границе. То есть это те материалы, которые, допустим, имеют какое-то воспламеняющее или какое-то еще свойство. То есть они нежелательны к отправке. Вот. И могут возникнуть вопросы, и вас просто заставят так же, как какой-нибудь колющий, режущий там что-то, предмет, там ножницы какие-нибудь маникюрные, которые вы с собой взяли случайно в ручную кладь, заставят просто в аэропорту выложить на таможне, да, где-то еще, на каком-то контроле. И вы таким образом потеряете то, ради чего все делалось. Так вот, суть в чем? То есть человек решил то, что раз работа действует, у нее и с финансами как-то начала ситуация быстро меняться, но здесь крайне редкий случай, когда в течение 2 недель после окончания работы начинается сильное влияние, воздействие, потому что каждая работа, она требует какого-то времени. И в данном случае срок минимальный был 5-6 недель. Соответственно, то, что она почувствовала, может надумала, может и действительно все у нее сейчас восстановилось, но то, что она не получила в руки эти амулеты, таким образом она получит просто результат этой работы некорректный. То есть она не имеет
в руках у себя амулетов, не может их использовать правильным образом, работа по заговору на деньги делается на 5 лет, а работа по снятию порчи была сделана дистанционно, так же, как и заговор. Но она должна в результате получить на руки те предметы, которые ей должны были отправить. И так как она их не получила, то высока вероятность того, что либо работу придется переделывать, либо эти предметы ей надо получить. Другого не дано. Поэтому, когда вы даже сделали работу и по какой-то причине отказываетесь или решаете то, что результат и так достигнут, и это не требуется, то, что говорит Георгий, то, что это необходимо держать при себе или в том месте, где вы проживаете. Если работа не делается таким образом, что он за вас делает какую-то часть работы, или изначально подразумевается, что вы будете на большом расстоянии находиться от тех предметов, которые решают вашу задачу, решают вашу проблему какую-то, то тогда вы можете получить просто неправильный результат, некорректные последствия от того, что вы решаете сэкономить. Поэтому экономия, она не всегда бывает правильно, и в данном случае надо четко следовать тому, что говорит Георгий. Поэтому мой вам совет, также и Георгий в лице меня там обращается к вам, не нужно пытаться проявить какой-то ум, смекалку, еще что-то, не согласовав с Георгием что-то делать с теми предметами, по которым сказано, каким образом взаимодействовать с ними, тогда все будет хорошо. Если вы будете строго действовать по тому алгоритму действия, который вам говорится, вы получите результат максимально быстро, максимально качественно и надежно. Если вы будете вилять хвостом и думать то, что а вот я так сделаю, потому что а вот я думаю, что будет вот такой результат, а вот это не нужно, то тогда вы рискуете просто либо долго ждать результата, либо получить не тот результат, на который рассчитывали, вот и все. Поэтому думайте, прежде чем пытаться сделать так. Если вам не нужна работа, или вы сомневаетесь, или не хотите на руках у себя держать какие-то предметы, которые вам, по идее, должны отправить, есть вариант, что работа будет, допустим, если касается приворота, да, есть вариант, когда работа там по разговору и так далее выполняет Георгий. Тогда работа стоит гораздо дороже, в среднем от двухкратной стоимости за работу, если он держит у себя и работает сам с куклой. К примеру, если мы говорим о привороте или там о каком-то снятии порчи и так далее. Потому что он тратит гораздо больше времени на то, чтобы довести вас до результата. То есть не просто сделать работу, отправить и корректировать ваши действия, уже объяснять, что и как. И от вас-то много чего не требуется. Либо таскать с собой, либо разговаривать с куклой. По идее, другие крайне редко случаи возникают, когда вам требуется что-то еще сделать. Но об этом и обо всем вы все равно узнаете заранее. Так что, надеюсь, эта информация будет вам полезна. Применяйте, используйте ее в дальнейшем, когда столкнетесь с тем, что захотите воспользоваться той или иной услугой. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Увидимся мы с вами в интернете. Так что обращайтесь. Всем пока.